С вами юрист Валерий Табаков. Сегодняшняя тема – это политические силы в Украине. Кто доминирует? Как они используют войну с Россией в своих политических целях? Война, развязанная Россией против Украины, в 2022 году радикально изменила политический ландшафт страны, предоставив различным идеологическим группам новые возможности и вызовы. Сейчас в этом видео мы объединим анализ того, как украинские националисты, украинские либералы и правящий центр под руководством Владимира Зеленского адаптировали свои стратегии к условиям военного времени. А также определим, чей голос стал наиболее влиятельным в обществе на фоне общенационального сопротивления агрессору. Рассмотрим подробно каждую из этих сил, их подходы, успехи и ограничения. А затем сделаем вывод о том, почему одни преуспевают больше других. Ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео, донатьте. Итак, вперед! Украинские националисты, представленные такими организациями, как Всеукраинское объединение «Свобода» под руководством Олега Тягнебока, Правый сектор, возглавляемый в свое время Дмитрием Ярошем, и Национальный корпус, связанный с полком Азов и Андреем Белецким, восприняли войну как историческую возможность укрепить свои позиции в обществе и реализовать давние идеологические цели. С первых дней полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года они активно включились в сопротивление, рассматривая конфликт как продолжение борьбы за независимость Украины от векового врага России. На фронте националисты проявили себя как одна из самых боеспособных сил. Например, полк Азов, изначально выросший из добровольческого батальона с националистическими корнями, стал символом героической обороны Мариуполя весной 2022 года. Его стойкость в боях за Азовсталь не только вдохновила украинцев, но и частично смягчила международную критику, ранее направленную на Азов за ультраправые взгляды. Аналогично члены «Свободы» участвуют в составе вооруженных сил Украины и формируют собственные подразделения, такие как Легион Свободы, демонстрируя готовность защищать страну с оружием в руках. Их участие в войне подкрепляет их имидж бескомпромиссных защитников нации. Вне фронта националисты используют войну для мобилизации общества вокруг своих идей. Их лозунги «Единство наций», «Очищение от коллаборантов», «Деколонизация от российского влияния» находят отклик в условиях экзистенциальной угрозы. Они организуют протестные акции, например, против пророссийских политиков или за принятие жестких законов о люстрации.
а также продвигают свои программные цели: укрепление украинской идентичности, языковая унификация, восстановление ядерного статуса Украины. Война дала им шанс представить себя авангардом борьбы за независимость, особенно в западных регионах страны, таких как Львовская или Ивано-Франковская области, где их поддержка традиционно высока. Кроме того, националисты активно работают над дискредитацией любых пророссийских сил внутри Украины. Они требуют запрета партий, связанных с Россией, что частично уже произошло с ОПЗЖ и другими, и усиления мер против коллаборационизма, используя войну как доказательство своей правоты. На международной арене некоторые лидеры пытаются переформатировать свой имидж. Если раньше их обвиняли в ксенофобии и радикализме, то теперь они позиционируют себя как борцы за свободу против авторитарного агрессора, что находит определенный отклик у западной аудитории. Тем не менее, их успех ограничен. Война сплотила украинское общество вокруг более умеренных лидеров, и радикальная риторика националистов, которая могла привлекать сторонников в мирное время, сейчас отталкивает часть населения, стремящегося к единству. Их влияние остается локальным, а популярность не достигает пика 2012 года, когда «Свобода» получила 10,44% на парламентских выборах. В условиях общенационального консенсуса их голос слышен, но не доминирует. Украинские либералы, такие как партия «Голос», основанная Святославом Вакарчуком, и активисты, вроде журналиста Виталия Портникова или экс-депутата Мустафы Наема до его ухода в ВСУ, используют войну для продвижения идей демократии, прозрачности и интеграции с Западом. В отличие от националистов, их подход менее эмоциональный и более ориентированный на долгосрочные реформы, что отражает их базу поддержки. Образованный городской средний класс. С начала войны либералы сделали акцент на ускорении евроинтеграции. Они утверждают, что российская агрессия – это не только территориальный конфликт, но и атака на демократические ценности, которые Украина отстаивает после Евромайдана 2014 года. Их усилия увенчались успехом, когда в июне 2022 года Украина получила статус кандидата в ЕС, что стало для них символическим подтверждением правильности курса. Либералы также призывают к продолжению реформ, даже в военное время, антикоррупционных мер, децентрализации, модернизации экономики, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза и НАТО. Внутри страны они мобилизуют гражданское общество через волонтерские инициативы и неправительственные организации, такие как «Честно» или «Центр ЮА»,
эти группы занимаются мониторингом власти, сбором помощи для армии и популяризацией идей гражданской ответственности. Фигуры вроде Сергея Притулы, хотя он скорее популист с либеральным уклоном, стали мостом между либеральной повесткой и массовой аудиторией, благодаря своим усилиям по сбору средств для ВСУ. Это укрепляет влияние либералов среди тех, кто ценит прозрачность и эффективность. Либералы также используют войну для критики авторитаризма, противопоставляя Украину путинской России. Они выступают за защиту прав человека, свободу слова и независимость СМИ, даже в условиях военного положения, когда такие права временно ограничены. Например, они критиковали давление на оппозиционные телеканалы или чрезмерное усиление контроля государства, подчеркивая, что демократия – это то, за что Украина борется. На международной арене они продвигают нарратив о том, что Украина защищает не только себя, но и весь свободный мир, участвуя в форумах, переговорах и медийных кампаниях для обеспечения военной и финансовой поддержки. Однако их влияние ограничено объективными факторами. Война сместила общественные приоритеты с идеологических дискуссий на выживание и оборону, что ослабило позиции либералов. Партия «Голос» после раскола и слабых результатов на выборах 2019 года 5,82% потеряла былую популярность, а их идеи частично перехвачены Зеленским, который успешно сочетает прагматизм с западной ориентацией. Либералы остаются заметными, но их голос не становится ведущим в условиях кризиса. На фоне националистов и либералов доминирующий голос в условиях войны принадлежит Владимиру Зеленскому и его команде, представляющим прагматичный центр. Зеленский, избранный в 2019 году как популист без четкой идеологии, трансформировался в военного лидера, став символом национального единства и сопротивления. Его партия «Слуга народа», несмотря на внутренние разногласия и падение рейтингов до войны, сохраняет парламентское большинство и поддерживает его курс. С начала вторжения Зеленский взял на себя роль главного коммуникатора нации. Его ежедневное видеообращение к украинцам, где он говорит простым языком «мы выстоим», «мы не сдадимся», создали эмоциональную связь с народом. Он регулярно посещает фронт, общается с военными и демонстрирует личную вовлеченность, что резко контрастирует с его довоенным образом комика и новичка в политике. Этот стиль лидерства сделал его не просто президентом, а фигурой, воплощающей коллективную волю к сопротивлению. На международной арене Зеленский стал ключевым голосом Украины. Его выступления в парламентах США, Великобритании, Германии, обращение к ООН и интервью западным СМИ обеспечили стране
беспрецедентную поддержку. Оружие, финансы, санкции против России. Его харизма и способность адаптировать посыл к разным аудиториям от исторических параллелей с Черчиллем до прямых просьб о помощи укрепили его авторитет как внутри страны, так и за ее пределами. Внутри Украины его доминирование подкреплено прагматизмом. Война сместила фокус с идеологических споров на практические задачи: снабжение армии, эвакуация граждан, восстановление инфраструктуры. Голоса военных лидеров, таких как экс-главком Валерий Залужный или командующий Сергей Шаптало, и волонтеров, таких как Сергей Притула с его фондом, усиливают этот нарратив. Эти фигуры, не связанные с конкретной идеологией, стали влиятельными благодаря реальным результатам. А Зеленский выступает их координатором и публичным лицом. Оппозиция, включая Европейскую солидарность Петра Порошенко и Батькивщину Юлии Тимошенко, вынуждена подстраиваться под общий консенсус, чтобы не потерять актуальность. Даже критика власти в военное время звучит приглушенно, так как общество ценит единство выше политических разногласий. Таким образом, Зеленский и его команда монополизировали патриотический нарратив, оставив другим силам второстепенные роли. Сравнивая эти три силы, можно выделить их сильные и слабые стороны. Националисты сильны своей активностью на фронте и в локальных сообществах, особенно на западе Украины. Их участие в боях и радикальная риторика привлекают определенные слои населения, но их ультранационализм и склонность к конфронтации отталкивают тех, кто ищет стабильности и единства. Их успехи заметны, но ограничены рамками идеологической ниши. Либералы предлагают стратегическое видение: реформы, демократия, интеграция с Западом. Их идеи находят отклик среди интеллигенции и среднего класса, а их работа с гражданским обществом и международными партнерами укрепляет позиции Украины на глобальной арене. Однако война снизила спрос на их повестку. Общество сосредоточено на сиюминутных нуждах, а не на долгосрочных преобразованиях. К тому же Зеленский частично перенял их западную ориентацию, лишив либералов уникальности. Зеленский и правящий центр доминируют благодаря способности объединить разные группы вокруг общей цели – победы над Россией. Его голос стал самым громким, потому что он не привязан к узкой идеологии, а опирается на прагматизм, эмоциональную связь с народом и международную поддержку. Военные и волонтеры, такие как Притула или представители фонда «Повернись живым», дополняют его лидерство, усиливая акцент на практических результатах. В отличие от националистов и либералов, Зеленский говорит от имени всей нации, а не отдельных ее сегментов. Таким образом, война создала в Украине ситуацию, где националисты и либералы используют конфликт для продвижения своих целей,
но их влияние остается второстепенным. Националисты вдохновляют через борьбу и патриотизм. Либералы через реформы и западный курс. Но оба уступают Зеленскому, чей прагматичный центр стал ядром национального консенсуса. Его доминирование – это не триумф одной идеологии, а результат консолидации общества вокруг выживания и сопротивления. В условиях войны украинцы вольно или невольно предпочли голос, который объединяет и решает насущные проблемы, а не делит на лагеря, что и объясняет лидерство Зеленского и его команды на апрель 2025 года. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!